Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Что готовит судьба? Ключи судьбы в событиях ближайшего будущего. И давайте допустим, что эти ключи сейчас в ваших руках. И достанем 3 карты, как знаки судьбы в этих событиях ближайшего будущего. И просчитаем, чем завершится та или иная ситуация, как решится ваш вопрос или какое продолжение следует в ближайшее время. И мы не задаем конкретных сроков. Для кого-то это может быть, если мы говорим о ближайшем времени, но обычно это месяца 2-3. Но масштабы решений, да, или самого по себе вопроса, проблемы у каждого разные. У кого-то это решится, может быть, за считанные дни, а для кого-то дело начинает обрастать новыми сведениями, документами, какими-то согласованиями и более длительная дистанция. Поэтому, может быть, я такое вполне допускаю, что у кого-то и затянется на определенный срок, может быть, и до конца даже года. Но, тем не менее, давайте определим, вот как знаки судьбы с этого момента, когда вы раскрыли видео, что вам нужно принять во внимание. Может быть, то направление, где нужно сконцентрировать свои силы и чего-то не упустить. Итак, первый знак судьбы в событиях ближайшего будущего. Второй знак судьбы. И третий знак судьбы в событиях ближайшего будущего. Итак, с чем это будет связано? Ох, действовать пора. 5 кубков, прыгать нужно, да? Мы смотрим на эту карту. Двери горят. Это колода 78 дверей, и принципиальное значение имеют двери. Открыты, закрыты. И каков ключ? Тут уже не про ключ нам карта говорит. Девушка боится прыгать, потому что никогда не прыгала. А мы, глядя так отстраненно. Вот и вы на какую-то ситуацию вам нужно посмотреть очень отстраненно. Не через эмоции ее, а именно через реальность. Девушка зовет кого-то на помощь, а мы видим, что да никого там в помине нет. А огонь подбирается уже ко 2-му этажу. И мы тоже видим также, ну, подумаешь, там синяки, шишки. Жива зато осталась бы. У кого-то может быть вот такое очень важное судьбоносное решение. Давайте мы с вами раскроем, с чем это связано. Почему это произошло или происходит. Что за события сложились, которые вас ставят перед таким выбором. Мы ведь к чему-то, по сути дела, привыкли. А тут от своего шаблона нужно отказываться. А вы знаете, какая-то ситуация и так была затянута. Может быть, вами самими. Не хотелось об этом думать. Или руки не доходили. Она, я допускаю, могла быть и с человеком связана. 4 мечей. Вроде как выбор нужно делать. И здесь, конечно, у каждого по-своему. Если вы сталкиваетесь с чьей-то демонстрацией, как будто вроде бы вы есть в каких-то отношениях, или вы есть в каких-то контактах, пусть это даже работа. Но сказать, что бонусы вы получаете, или происходит взаимодействие, продолжение каких-то контактов, мы не можем. Закрытая дверь. И нам человек показан, который как будто выглядит как слепой и проходит мимо. Но мы с вами видим, если первое уберем просто-напросто вот эту трость, как будто человек в темных очках прогуливается мимо. Явно он кому-то хочет продемонстрировать, что я вот здесь был, или я словно рядом. Но даже эта трость не направлена в сторону двери. И если быть внимательным, хорошо сложен человек, что не совсем соответствует людям с таким недугом. Вы сами можете кому-то что-то демонстрировать и поставить на паузу. Может быть, это и необходимо. Привести мысли в порядок. А может быть, и какой-то человек ни да, ни нет. Какая-то ситуация требует прояснения и явно каких-то уже решений и следом действий. Какая-то больная ситуация. Король мечей нам показан тут конкретно врач и двери открытые. По сути дела, вы можете получить какое-то известие или, может быть, это вам нужно что-то оформить официально, какой-то составить документ, а вы все никак к этому не можете приступить. Но это рациональное решение. Вот именно эта больная ситуация должна закончиться. Ведь если мы говорим болезни, тут явно что-то у вас тянется уже такой хороший срок. Может быть, это то, что вам самим надоело, а может быть и какая-то
неразрешенная до сих пор проблема. И тем не менее тогда по королю мечей нам карта подсказывает, решай ее с позиции закона. Ведь это карта рациональных людей. И стало быть, если мы, может быть, и обратимся за помощью к адвокату, к юристу, или более рационально подойдем, без эмоций, то мы все-таки найдем выход, как же нам решить, наконец, вот эту проблему. Но будьте готовы к тому, что, может быть, и придется поступать как-то по-другому, да, пятерка кубков. И ведь это больше эмоций, вот они где-то мешают, а карта нам о холодном расчете. Почему это произошло, с чем связано? А вы знаете, у кого-то конкретно, может быть, произошло по бизнесу, по работе, потому что вы столкнулись с таким человеком, может быть, даже с двумя людьми. Вы имели где-то планы свои, но в какой-то период времени вы понимаете, нет, мы с этим человеком никак не можем найти общие точки взаимодействия. Мы совершенно разные. Вас явно что-то не устраивало. Где-то вы могли проявить даже чрезмерную активность, но это было в каком-то шаблоне. Вы с чем-то были не согласны. Может быть, и теперь вот эта четверка мечей, как что-то поставленное на паузу конкретно, это какая-то, может быть, была ссора, именно потому что вы не договорились. И человек тут сам по себе, и вы можете быть сами по себе. И вот кто кого. Причем из этих двух карт никто не пойдет на перемирие. Здесь нужно, может быть, как третейский судья или какой-то, знаете, третья персона, которая помогает завершить какой-то конфликт. Или самому, если этот вопрос касается именно лично вашего участия в чем-то. Значит, тогда нужно подойти с другой стороны. Или подумать. Нас вообще вот это время оно приглашает видеть на пару шагов вперед. И в этом проявить определенное терпение. Может быть, вам терпение нужно для того, чтобы изучить закон или какие-то положения. И вы сами, опять же, изучили эту тему, просмотрели, просчитали. И сами себе скажете, да ну, я тут это не хочу продолжать. И так я тоже могу предположить. Хочу я еще одну карту достать. Потому что тут две персональные карты идут. Третья. Вокруг вас много людей, мои дорогие. И тут, знаете, кто-то... Вот есть такая пословица, кто в лес, кто по дрова. А вы вроде бы как сидите и ждете. Король кубков где-то может символизировать ситуацию и в семейной жизни, в личной жизни. Вам дают советы. Вот, кстати... Такие, знаете, советы постороннего, которые вам только мешают. И причем, может быть, даже две персоны. Вот раз вы-то выпадаете. Раз ваша карта выпала, а тут и король мечей, и король жезлов. Может быть, есть вопросы по здоровью. И тут не нужно тогда додумывать. Тут нужно пройти обследование и себе узнать несколько больше. Может быть, и по части личной жизни. Есть тот человек, который вам где-то дает советы. Делай так, не делай эдак. Как стихотворение в детском. Сделайте наоборот. И вы уже запутались в этом. И в чужих советах. И в том, что вы хотите осуществить. Мои дорогие, вот это путаница какая-то. А еще с четверкой мечей именно в этой колоде какие-то манипуляции, они должны быть завершены. И может быть вот ваш метод, который от вас никто не ожидает, вам и предстоит сделать. Хорошо, давайте мы достанем, к чему же это все идет. Что будет дальше? Вот мне интересно. Тут какой-то, может быть, Гордиев узел, в котором вам нужно действовать, как просит ваша душа. Причем это совершенно какой-то альтернативный метод. Никому ничего не объясняя, не предвосхищая ваши действия. Понимаете, тут немножко надо быть самому по себе, но уже перестать где-то ждать. Иначе эта история не закончится ничем. А карта пятерка нам говорит о том, что прыгать пора. Так вот, если вы решитесь на такие действия, допустим, да, так вот, что будет дальше? Туз пентаклей. Да тут помощь высших сил, решение вопроса получения денег, решение вопроса по бизнесу, решение вопроса с обучением. Или когда вы, ну, может быть, тут ориентируетесь по системам новым, взаиморасчета. К примеру, я могу такое допустить. Значит, и деньги вы получите. Все же у нас пентакли. Для кого-то из вас это новое направление в бизнесе, в творчестве, в вашей карьере тоже. Потому что туз пентаклевый, один пентакль, как зернышко, мы садим в землю, а в последующем получим денежное дерево.
у кого-то из вас получение нужного документа. Но действовать нужно совершенно иначе. Давайте спросим, так что же будет дальше? Вы как будто остаетесь довольны. Да точно, королева Пентаклей. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Мы смотрим как архетип. Так это вот та, которая из любого хаоса умеет создать порядок, а благополучие построить с нуля. Это часто наши близкие или люди надежные. Но это ведь мы говорим, что будет дальше. Может быть, у вас с течением времени, шаг за шагом, вы проясняете какую-то ситуацию, может быть, и по людям. И вот теперь вы понимаете, кто соответствует тому, что или кого вы хотите увидеть рядом с собой, если вы один или одна. Может быть, и правда вопрос выбора стоит. И не важно, что у нас тут короли. Ну, может быть, и для мужчин это просто много каких-то персонажей, которые либо дают совет, либо у вас выбор по части представительниц прекрасного пола, но они тоже совершенно разные. И вы где-то запутались. Все же у каждого тут какая-то своя жизненная история. Но в конечном итоге, когда мы сами понимаем, чего же мы хотим, то и жизнь наша становится более понятной, определенная. Но я тут вижу вопросы работы, вопросы получения денег, вопросы построения бизнеса, вопросы, связанные с договоренностями. Почему? По королеве Пентаклей для нее нет, почти как для императрицы, нет ничего невозможно, потому что она готова к диалогу, а все решают люди. А вы ведь тоже люди очень такие лояльные. Вы обладаете особым чувством эмпатии, поэтому, видимо, эту эмпатию, может быть, и есть смысл в какую-то сторону, в нужное русло направить. Понятно, не на всех, кто вам хаос в жизнь вносит, может быть, определиться с чем-то, а потом действовать. Но при этом, понятно, надеяться на самого себя. Но ведь тут для вас какие-то совершенно другие высоты, головокружительные высоты. А у кого-то проиграется две королевы, выбор между двух представительниц прекрасного пола. И, кстати, не обязательно это может быть как две девушки, две женщины. Хотя я такое допускаю. У кого-то это может быть, если мы про мужчин говорим, да, как ваша избранница и ваша мама, ваша сестра. Или еще какой-то советчик. Много очень людей сейчас вас как будто путают. А у вас на кону что-то важное. Поэтому не упустите. Поначалу это может выглядеть, как вот эта горящая дверь. Значит, какие-то другие методы вам придется использовать. И для вас это, по сути, открывает новое качество жизни. Давайте мы узнаем, что же там, как знак судьбы второй. Ну, что-то должно быть закончено. Сколько ни жди, не придет. Обратите внимание, 13-й старший аркан. Уже давно пора выйти. Как будто человек засиделся уже на этом погосте, и все так серо, мрачно, уныло, из всех красок цветы, и больше ничего. И уже будущее вас ждет. Но пока вы сами с чем-то не определитесь, не решитесь на что-то, вот эта дверь в прошлое, а нам карта так и советует, что-то заканчивается в твоей жизни. Дай этому завершиться и не оглядывайся назад. Жизненный этап у вас меняется. И, кстати, планетарно это тоже так. У вас время новых возможностей. И, может быть, не удерживаете то, что пытается, или того, кто пытается уйти словно из вашей жизни. Или, может быть, какой-то процесс дела у вас завершается. Может быть, и по работе что-то. Вам это дорого, любимо. Но, тем не менее, пока место занято, но уже не может быть продолжено с прогрессом. Место занято, значит, что-то новое не придет. Поэтому тут нужно порядок в собственной жизни навести. Давайте мы узнаем, почему это происходит или произошло, с чем это связано. Ну, дипломатом определенно быть стоит, потому что нам синхронные ныряльщики изображены, и дверь откроется на дне бассейна, когда будут согласованные действия и какие-то договоренности, кстати, по части денег. Может быть, через закон, через какую-то такую, знаете, долженствующую основу, на чем вы можете опереться. Или это люди надежные, либо это буквально какой-то подписанный документ или договоренности с какими-то людьми высокопоставленными с учетом короля мечей. Давайте еще достанем карту. Ну, очень символично что-то завершается. Ну, не прямо мы в ноль какой-то выходим, да, по нулевому аркану.
Предыдущая карта есть те люди, с которыми продолжится взаимодействие, общение, какие-то контакты, они точно должны быть сохранены, но явно не все, потому что есть какая-то путаница со стороны людей, мои дорогие. Это они именно вам добавляют какую-то путаницу, или вы включились в какую-то многозадачность. Я такое могу допустить, потому что вы люди сочувствующие. И, может быть, даже вы кому-то помогали, а уже человек это принимает как должное. Но вы себя можете обесточить. Вот вам уже пора словно впрыгнуть и выйти, может быть, из создавшейся ситуации, потому что сейчас самое лучшее время для старта. У кого-то это долгая поездка, которую вы пытались, может быть, спрогнозировать, и она у вас все никак не стыковалась, или документы вы не могли подготовить, потому что с нулевым арканом часто проходит путешествие, ну, и, может быть, у кого-то подальше, а у кого-то и поближе, но это новые возможности. С чем это еще связано, почему это происходит или произошло? По рыцарю мечей вы можете, знаете, с одной стороны, на вас кто-то буквально может давить. По рыцарю мечей проходят, к примеру, те люди, которые обладают не самым таким простым характером. Есть такое значение, его часто повторяют: бунтарь без причины. Ну, человек считает, что он прав. И он как с флагом, со своей идеей. И он никого не собирается слышать. И вот вы могли с таким столкнуться и даже на какой-то период проверить. И потом понимаете, а надо ли мне этим заниматься. Может быть, по рыцарю мечей иногда проходит и какая-то проверка, например, да, если вы занимаете руководящую должность, какой-то контроль. Может быть, это вы где-то таким контролером были. Я такое могу допустить. И была некая ситуация, которая добавила конфронтации. Вот вполне вероятно. Вы могли сказать кому-то правду, это не было услышано или не понравилось. Это вас могли воспринимать как бунтаря без причины. Но вы теперь понимаете, может быть, и даже в тех отношениях, которые, ну, есть смысл продолжать, приходится договариваться. И если даже это где-то граничит с тем, что это какой-то человек, кстати, вам доставил отрицательные эмоции, но вы понимаете, что именно с ним и придется договариваться, а его и видеть не хочется, мои дорогие, но тем не менее, как будто вам это будет помогать. Вот дипломатия вам точно будет помогать себе, как постелить какой-то соломки. Потому что если ведь рыцарь мечей выпадает, это со знаком плюс проигрывается только когда мы ищем правду, и мы ее находим. Мы ищем истину, и теперь мы понимаем, что же на самом деле происходит. Так вот, одно дело понимать, а другое дело транслировать или что-то доказывать. Все-таки договариваться тут придется. А если мы будем настаивать на своем, как вот этот могучий кентавр, словно пытается пробить эти врата, да, он пробьет эти врата, но то, что там откроется перед ним, не факт, что его будет радовать. Поэтому где-то будьте в плане настойчивости аккуратны. Давайте еще одну дополнительную карту, что же с чем это связано. Вот видите, тут нужна умеренность. Умеренность в чувствах, умеренность в каких-то расчетах, может быть. И есть и вопросы, задачи, где на скоках их не решишь. Может быть, и есть как дистанция, мои дорогие. Не за один день, а как добрые дела наспех не делаются. Не спешите, как решить, если вы видите проблема затянувшаяся, вам она надоела. Нам иногда хочется. Вот сейчас как рубану с плеча, и все, на этом все закончится. Оно-то закончится, но не факт, что это где-то будет радовать. Здесь надо какой-то все-таки новый метод, к которому вы не привыкли. Может быть, вы даже это не рассматриваете. Давайте, если мы говорим, но тем не менее, дайте завершиться, может быть, просто спокойно. Или какая-то история. Вам нужно себя уже видеть вот как в новом амплуа или в новых каких-то возможностях. Но, может быть, какое-то дело, оно еще какое-то время будет тянуться, но вы при этом уже должны себе построить планы на будущее или определиться по части контактов или тех людей, с кем вы будете продолжать взаимодействие. И тогда, что будет дальше?
А какой-то прогресс у вас, правда, медленный прогресс, но это карта марафонского забега. Куда-то не торопитесь. Знаете, по этой карте, ведь это еще карта того человека, который к нам приходит на помощь. Что будет дальше? У вас точно, вам необходим тот человек, который надежен. И по рыцарю Пентаклей мы, кстати, можем рассматривать как кандидатуры таких надежных людей совершенно другие. А на самом деле надежный будет тот, на кого мы не обращаем внимания. Тот, который как за кулисами. Тут, может быть, и приходится делать какую-то переоценку ценностей по части людей тоже. Это тоже будет символизировать вот этот прыжок. Тут кто-то из людей может откликнуться вам в помощи, когда вы меньше всего этого ждете. Или, мои дорогие, помочь решить финансовую ситуацию. Может быть, банально заплатить какие-то платежи, налоги, а ваши деньги задерживаются. Вот и как вариант. Потому что по рыцарю Пентаклей нам помогают или дельным советом, или конкретно деньгами. Вот что будет дальше. Поэтому, может быть, нам на взаимодействие и говорят. Но это не все люди, а это, скорее всего, тот, на которого, может быть, вы и не очень думали. Опять еще идет аркан умеренности. Но вот какая-то ситуация, ее быстро, правда, не решишь. А может быть, нам карта говорит, вот встань как будто с этого погоста и просто выходи. Иди спокойно, не торопись куда-то. Есть вопрос, который нужно... Ну вот решать в другом ключе в очередной раз, да, говорю об этом. Но есть и другой, может быть, вопрос, который не требует ускорения, понимаете? Может быть, не пытаться все связать воедино, а это две разные темы. Не мешай бобу с горохом или не складывай все, и как и яйца, так и камни в одну корзину, чтобы потом об этом не пожалеть. Все-таки это старший аркан. Так вот, что же будет дальше? А вот дальше в свое время все ускорится, мои дорогие. Смотрите, у вас что-то должно быть подведено как и к знаменателю, так и по этому аркану. Это, знаете, план максимум. Это тот план максимум, который может состоять из нескольких подпунктов. План А, план Б, план С. И где-то вы через опыт пробуете одно, что-то потом видите, ну не получилось, окей. Второй какой-то пункт попробовали, может быть и третий. В конечном итоге вот так шаг за шагом вы что-то проясняете. Но вот для этих, это как, знаете, как уравнение со множеством неизвестных. Но иксы вот эти, они через опыт к вам приходят, да, чем следует заниматься или нет. А потом какой-то выбор и словно ускорение. И это дорога к успеху. Это всегда по аркану колесница, причем такому, знаете, очень значимому успеху. А у кого-то проигрываются вопросы поездки, переезда. Но старший аркан, два старших аркана, твое от тебя не уйдет. Но это не бездеятельное ожидание все-таки, а это какая-то аналитика по части людей, выводы и собственные планы. Все-таки нулевой аркан. И вот этот самый опыт через разные методы, пробы, может быть, даже если это пробы и ошибки. Ну, пока не попробуем, не узнаем наверняка. Но зато вот так постепенно вы уже точно будете знать. Вот у нас ведьмочка так вот хитро усмехается. Она знает, зачем она так вот сейчас делает, может быть, вид, что она сохраняет какую-то свою собственную нирвану. Она что-то анализирует, может быть, и... Какое-то такое, как проба пера или пробный шар, она уже осуществила. Да, вы можете писать куда-то запросы или какие-то предложения, выстраивать контакты по части через интернет посредством, да, и ждать отклика. А потом, сообразно этим откликам, какие они будут, вы будете думать, открывать мне эту дверь или не стоит. Может быть, вы от чего-то ведь и откажетесь, и потом вот это продолжится. Тут может быть действительно как минимум 3 позиции. Попробовали первую, потом сдали как будто на тормоза. Снова какая-то другая идея вы пробуете. Потом тоже вы ждете, да, как это откликнется. И в конечном итоге вот откликается, потому что потом вы устремляетесь вперед. Давайте третий знак судьбы. Что это? Ну, вы маги и волшебники. Вот смотрите, это туз жезлов. И нам волшебник, если мы говорим, представлен, если мы говорим о дверях, дверь закрыта, но только не для него. Сейчас он от пассов рук
откроет эту дверь, как волшебное слово, и вы его знаете. И это, знаете, это какая-то идея. Не совсем тут деньги, хотя жезлы, дела, работы, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Но, наверное, это какая-то более высокая идея, цель, потому что босиком стоит наш волшебник. Это есть что-то, что больше, чем материализм. Это как смысл жизни. Но здесь у вас что-то важное может прийти в виде новости, информации, мои дорогие. Поэтому будьте внимательны. Или на основе информации вы уже будете какое-то решение делать, которое перед вами, вот как такие двери жизни, судьбы открывает. Будьте внимательны. Давайте узнаем, почему это происходит или произойдет. С чем это будет связано? Выбор. В этой колоде двойка мечей. Посмотрите, какой выбор. Неоднозначный. Нам показана монахиня и плачущий младенец. И дождь, холод явно открывает дверь. И вы сами открываете дверь. И видите на пороге. Вы сталкиваетесь с тем, вот как эта монахиня. Скорее всего, раз человек принял такой обет, это было связано с какими-то очень сложными событиями в его жизни. И кто знает, может быть, эта женщина мечтала о теплом уютном доме, о семье, о детях, что будет много детей, но жизнь сложилась совершенно по-другому. И она приняла вот именно этот постриг монашеский, и уже где-то она успела адаптироваться, нам показывает женщину в возрасте. И вдруг ей судьба, вот эту мечту. Она слышит плач, открывает дверь и видит вот этого плачущего младенца на пороге своего дома. Конечно, она заберет его в дом. Конечно, она его не оставит замерзать на улице. Но встает вопрос. Она, как ей Вселенная, дарит какую-то мечту, которой она совершенно не готова. Куда она потом, как она распорядится судьбой младенца, он сейчас в ее руках, вот и в ваших руках какая-то мечта. Либо она решится полностью как перекроить свою жизнь, какой-то свой собственный регламент, то, к чему она привыкла. Или она все-таки не решится на это и отдаст приемным родителям. Вот мы это не знаем. Но для вас, как вам судьба посылает решение вашей мечты или какой-то задачи, проблемы, а вы можете быть к этому не готовы. А вы ведь маги и волшебники. Вот откуда такое решение. С чем это связано? Почему это происходит? Для кого-то конкретно научиться работать с какими-то новыми, может быть, технологиями по части, может быть, интернета, по части иностранных языков, может быть, необходимо, чтобы понимать лучше друг друга или понимать партнеров, нужно изучать иностранные языки. Ну, я могу предположить, потому что по этой карте мы как раз что-то учим. А у кого-то язык программирования, у кого-то, может быть, обретение новых навыков, скиллов, ремесла, может быть, как работа в интернет или из любой точки мира, удаленная работа, ну, в самые разные направления. А у кого-то желание поехать, переехать, изменить место жительства, локацию, может быть, у кого-то далеко, у кого-то поближе. Вот такие желания, причем в совершенно новом ключе, дают вам возможности. У вас действительно изменить кардинально свою жизнь. Сейчас для этого все предпосылки. И ваши желания, ваши мечты, ну, может быть, с некоторой коррекцией могут сбываться. Давайте мы узнаем, почему же это происходит. Вообще 6 в колоде Таро – это всегда победа. Есть какая-то прошлая история, и человек именно в этой колоде карт – это какие-то добрые взаимоотношения из прошлого. Может быть, это ваша семья. Даже если вы человек не семейный, это могут быть родственники, мать, отец. Или если у вас была семья, теперь, ну, так случилось, что вы один или одна. Это могут быть дети или какие-то просто контакты дружеские из прошлого. Может быть, тот человек, которого вы знаете. Здесь может быть, да все, что хотите. Продолжение взаимоотношений или продолжение какой-то дружбы. А у кого-то начало бизнеса или начало семейного бизнеса. Повторюсь, для вас нет ничего невозможного. Главное, какой вывод вы сделаете? А вот эти двери вы точно можете открыть. Вам словно судьба, Вселенная дает
какой-то уникальный шанс, мои дорогие. Может быть, вы к этим дверям приходите через некий лабиринт, когда вы пробуете, да, вот так вот пошагово, поэтапно. Ну, давайте мы узнаем. Третий знак судьбы. А у кого-то это с новости начинается, вот которая будет наподобие вот этой двойки мечей. Так что же будет дальше? Давайте узнаем, как это изменит вашу реальность, а то и вас самих. Вот тут точно, вполне вероятно, какой-то судьбоносный момент. Я больше не достаю карты. Да что хотите. Опять же, я уже об этом сказала. Все то, что я говорила, эта карта подтверждает десятка пентаклей. Это и дом, полная чаша, это и надежные люди, надежный бизнес. Пусть это не прямо сразу с небес, там, да, нам как манна падает. Нет, по десятке это все где-то будет продумано, просчитано и нами правильно провзаимодействовано. Работа, мои дорогие. Но это тот итог, который стоит того, чтобы идти вперед. Или если это создание семьи, то тогда прочная семья. Здесь все то, о чем мы можем мечтать. Но выбор, тем не менее, он присутствует. Может быть, для кого-то и решиться на первые шаги в бизнесе или в личном деле, и тогда ваше дело будет процветать. Понятно, не сразу. Мы будем учиться. Мы можем быть поставлены в некоторые тупики, когда нам придется искать эту информацию или внимать словно к тому, что говорят. Мы всю жизнь учимся. И вот эта карта марафонского забега говорит еще о том, что все равно вот есть как будто рядом с вами те, которые вам желают добра и могут оказать поддержку. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.